Всем привет! Приступаю к новому проекту и буду шить себе домашний костюм в пижамном стиле. Выкройки буду брать вот из этих журналов. Первый номер за 17 год. Это у меня будет рубашка, блузка в пижамном стиле. Модель 111, она у нас здесь изображена в иллюстрированном курсе. То есть подробно все рассказано, как все делать. И брючки вот из такого журнала за декабрь 21 год. Моделька у нас идет под номером 119, брючки у нас идут унисекс, то есть они и для мужчин, и для женщин. Здесь мы с вами обратим внимание на размерный ряд обязательно. Ну и покажу ткань, которая мне пришла, заказала я на Валберес. Вот такие ткани. Здесь 2,5 метра каждого отреза, это сатин, 100% хлопок. Сейчас вместе с вами открою, я еще не открывала. Решила сделать это вместе с вами. Вот такой веселенький у меня отрезик, из которого я буду шить себе домашний костюм. Ткань эту я уже использовала, у меня сшит чехол на гладильную доску. Ткань мне очень нравится, она шелковистая, плотненькая, сейчас немножечко даже поскрипывает, потому что новая. Это у меня первый отрезик, и второй отрез у меня пришел. Не уверена, что будет тоже пижамка, возможно, сошью домашнее платьице, вот такой расцветки. Ну, посмотрим. А пока я отправляю тканюшки стирать обязательно, а мы с вами сделаем выкройку. И не только сделаем, мы с вами ее еще подкорректируем на мой размер. Первое, что я делаю, это снимаю мерки, чтобы узнать свой размер по этому журналу. Блузка у нас, как мы видим, свободного покроя, нет выточек. Единственное, что есть, это складка на спинке, поэтому мерка, на которую я буду опираться, это обхват груди. Так как нет выточек, мне нужно, чтобы у меня рубашка, блузка сошлась в груди обязательно. Определяю свой размер и дальше смотрите, что я делаю. Чтобы мне видеть и в глазах у меня не рябилось, сейчас я немножечко подвину камеру и покажу вам вот здесь. Я обвожу свой размер другим цветом маркера. Это вот журнал как бы не последнего года. И здесь более такое вот расположение выкроек редкое. Но вот журналы, которые за последний год идут, там просто столько натыкано, что рябит в глазах. И смотрите, что я еще делаю. Прежде чем обвести выкройку, я сантиметром измеряю обхват изделия, вот сам обхват, который здесь дается, то есть 2 полочки, 2 спинки, и смотрю, какой ширины у меня будет изделие. Это мы узнаем у нас, насколько даны прибавки на свободу облегания. Размер я выбрала по журналу 44, то есть это получается 50 размер по моей груди. И бывает такое, что берешь размер 42, а он шире, то есть огромные прибавки по модели, чем на размере, например, 44. Это первое, что я делаю. Далее я буду вам показывать уже не на вот этой раскладке, потому что здесь ничего не понятно, а на кальке. Для удобства я уже обвела выкройку на кальку, чтобы было все лучше видно, чтобы объяснить, что я буду дальше, для того, чтобы скорректировать выкройку бурда на себя. И дальше я буду по этой выкройке уже шить разные пижамки, может быть, с шортами, с брючками, может, просто домашнюю рубашку. То есть это нужно сделать один раз, а потом пользоваться. Итак, мы выкроили, определили размер, посмотрели объем, прибавки, которые у нас есть. Я еще не сказала в том видео, если вам объем большой вас не устраивает, то берите на размер меньше. То есть там уже будет заметно меньше. Размер и объем, естественно, будет тоже. Что я делаю дальше? Я начинаю убирать ширину спины, потому что все знают, что выкройки бурда больше мерят, и в основном это, конечно же, в спине. Но бывает и в груди, нужно обязательно померить. Я вам сейчас покажу, как это можно определить. Нам нужно узнать свою ширину спины. То есть, смотрите, вот здесь у нас на чертеже показано, как померить мерки. Ширину спины здесь не показали, но мы меряем ее вот от этого уголка до этого уголка, только со стороны спины. Нам нужна вот эта мерка. Вот ширина спины от угла подмышечной впадины на спине до другого угла подмышечной впадины на спине. У меня эта мерка получается 37 сантиметров. Здесь, хоть размер и мой, мерка получается 41 сантиметр. То есть разница у меня получается 4 сантиметра. Мне на 4 сантиметра спина будет широка. И что я делаю? Я просто уберу это в лишний шов. Но нельзя делать вплотную. Нужно оставить как бы на свободу облегания. Поэтому я уберу всего 3 сантиметра. То есть я сделаю вот так. Полтора, так как у нас деталь, это всего лишь половинка. И когда мы ее развернем, это будет у нас 3 сантиметра. То есть вот это мне нужно срезать. Вот это моя ширина спины. И также я срезаю в середине, вот здесь эти 1,5 сантиметра. Складочка у нас сдвинется, ничего страшного. Мы ее будем приметывать вот от этой стороны и заложим ее в середине, как она у нас сложится.
Если вы убавили спинку так же, как и я, она вам широка, то не забываем тоже убрать столько же на среднем вот этом вот сгибе воротника. Если вы прибавили спинку, если она вам узка по выкройке, то обязательно прибавляем вот в этом вот сгибе у воротника, потому что если вы спинку подрезали или расширили, то воротник уже не подойдет. Дальше мы переходим к полочке и будем корректировать ее. Что нам нужно узнать по полочке? Нам нужно узнать, подходит ли нам рост. То есть вот от этой точки, мы измеряем длину свою переда до талии, вот здесь талии. То есть мы прям от этой точки вот на шее, где у нас плечо, шов плечевой начинается, мы измеряем до талии. У меня эта мерка совпадает. Если у вас эта мерка не совпадает, она меньше или больше, то вы должны сделать вот какую коррекцию. Сейчас я вам покажу. Вам нужно взять вот это расстояние проймы и вот это расстояние от начала вот этого шва под рукавом до талии. И каждый из них разделить напополам. То есть мы измеряем и делим перпендикулярно. Обычно этот перпендикуляр по направлению долевой нити. На чертежах эти линии всегда указаны. Мы прочерчиваем перпендикуляр здесь и здесь. Разрезаем и убираем лишние сантиметры, либо мы расширяем на нужное нам количество. Вообще в журнале показано, то есть здесь мы как бы поменьше расширяем, либо убираем, здесь побольше. Но здесь тоже можно определить, если у вас есть, например, нагрудная выточка. То есть вы от этой точки измеряете высоту груди и уже знаете, насколько вам здесь забрать. На самом деле это все очень просто, и нужно просто один разочек заморочиться, и потом это как конструктор быстренько собрать. Итак, моя высота, мой рост подходит, значит, у меня все ляжет хорошо. И еще хотелось добавить, если вы вот здесь вот корректируете, убираете рост, ваш рост меньше 1,68 м, примерно 1,66 м, то вам нужно будет забирать здесь, возможно, и здесь, да, то обязательно это нужно делать и на рукаве. То есть вот это расстояние мы тоже делим, и вот тут нам нужно будет тоже забрать. Обязательно не забываем, проверяем по рукав. И последняя корректировка, которую я буду делать на своей рубашке свободного покроя, замечу, потому что платье облегающее, там немножечко может быть другая корректировка, это длина изделия, длина рубашки самой и длина рукава. Лучше делать это по спинке, саму рубашку измерять вот от этой точки. То есть мы измеряем, какая она у нас по выкройке, и также у себя измеряем длину вот от этой точки, где у нас будет вот этот так называемый плечевой шов. Здесь кокетка, ну вообще здесь должен, по идее, здесь проходит шов. И свою длину рубашки я подкорректирую, укорочу на 6 сантиметров, потому что она по фасону у меня получается очень длинная. И также измеряем рукавчик. Здесь у нас по модели идет широкий манжет. Измеряем манжетик, корректируем, срезаем лишнее. Далее вырезаем нашу выкройку, но прежде я вам порекомендую сделать на бумажной основе прибавки. Здесь я прибавки взяла по сантиметру, бурда рекомендует 1,5 на швы и 4 сантиметра снизу. 1,5 на швы для меня это много, расставлять я ее не собираюсь, эту рубашку, поэтому беру по сантиметру. Почему рекомендую делать сразу прибавки? Ну, потому что вы сразу на ткани выложите уже с прибавочками, и во-вторых, конечно, на бумаге прибавки сделать больше. Поэтому я вам и рекомендую, хотя сама очень часто я забываю и вырезаю без прибавок. А вам вот решила посоветовать от чистого сердца, что так намного будет проще. Далее мы с вами переходим к выкройке, к корректировке выкройки пижамных брюк. Итак, переходим к брючкам и будем делать с вами выкройку. Сначала определим размер. Смотрите, здесь написано, что брюки это унисекс. Представлена модель унисекс. Это значит, что брюки сделаны, выкройка дана и на мужчин, и на женщин. Смотрим на размеры. Идут у нас 44, 46, 48, 50, 52, 54. Это мужские размеры. Что хочется сказать о мужских размерах? Разница между женскими то, что если женские размеры даны в таблице, например, как показать вам где? Сейчас, секундочку. Например, вот такие вот здесь циферки 34. Там 36, то значит к этим вот цифрам мы прибавляем 6. А если мужские размеры, то мы с вами ничего не прибавляем, они так и идут. И мы можем это проверить. Как мы проверяем? Смотрим на модель. Брюки свободные, брюки на резинке. И что нам для этих брюк самое важное? Чтобы они у нас прошли в бедра. То есть основная мерка, на которую мы опираемся, будет обхват бедер. Измеряем свой обхват бедер. И по таблице у меня выходит 48,50. То есть мы берем
обхват бедер, и я буду делать себе вот такой размер. Обязательно раскладываем раскладку выкройки, и так же, как на рубашке, когда мы низ промеряли, мы промеряем с вами вот эту линию талии на нашем размере, прежде чем делать размер, и смеряем и сравниваем с своими бедрами. Она должна быть у нас чуть больше, чтобы бедра у нас с вами вошли. Я уже начертила для удобства выкройку на кальку, и сейчас буду корректировать вместе с вами. Если у нас здесь идут мужские размеры, то рост будет очень большой. Все выкройки, мне кажется, мужские даны на высокий рост, начиная от 1,76 м. И это даже видно сразу по вот этой линии сидения. Как мы с вами корректируем? Вот это у меня обтачка цельнокроенная, то есть у нас начинаются брючки вот от этой линии, вот от этой, то есть это вот резинка. Мы с вами на выкройке измеряем эту линию сидения. Измерили. Вот что получилось, смотрите, 83 сантиметра. И протягиваем у себя ее между ног и смотрим, на сколько сантиметров нам нужно убрать. То есть, если я уже померила, у меня получилось брюки, вот это вот сиденье, мне начинается из-под груди. То есть, они вот огромные просто вот здесь высоты. Поэтому я буду корректировать. Ширина в бедрах меня устраивает, мне нужно убрать вот эту вот длину, вот эту сиденье. Мы тоже так же измеряем вот это расстояние вот отсюда до сюда, делим пополам. И убираем здесь нужное количество сантиметров. Что еще хотелось сказать? Количество сантиметров убирайте не вплотную, потому что вы померите у себя вот эту вот высоту сидения между ног и присядьте, посмотрите, как вам комфортно. Вот это все-таки место, оно должно быть с прибавочкой на свободу облегания, но и не висеть вот таким вот большим, огромным мешком. Начинаем корректировку. Чертим линию под прямым углом от долевой нити. То есть вот у нас это первая линия под прямым углом. Параллельно этой линии, вторая линия. Измеряем это расстояние, 34 сантиметра, значит середина будет у меня 17 сантиметров. 17 сантиметров. Чертим прямую линию. Вместе со свободой облегания я померила, и мне нужно забрать здесь 3 сантиметра и также на задней половинке 3 сантиметра. Поэтому в каждую сторону я отложу 1,5. Вниз. Вот это расстояние мне нужно отсюда убрать. Далее мы с вами что делаем? Мы с вами измеряем длину брюк по боковому шву. И уже смотрим, нужно нам добавить или нужно нам убрать. Длину брюк измеряем по боковому шву уже с учетом коррекции. То есть я вот сложила иголочками. Далее, что еще можно подкорректировать на брюках? Это ширину брючин. Я вам сейчас открою секрет, как это сделать, наверное, чтобы было лучше и красивее. Смотрите, то есть идут у нас вот так вот брюки. Выкройка брюк получается. Что мы хотим сделать? Мы сразу хотим здесь убрать и здесь убрать. Но на самом деле есть такой секрет, что можно сделать это лучше. Смотрите, если ваши ноги так идут вот так, то есть они вот как бы такая, как бы фигура груши. То есть лучше заузить только с этой стороны. Как мы это можем проверить? Мы можем встать у зеркала и просто вот так к бедру положить линеечку. Увидим, что лучше заузить только здесь. То есть мы на выкройке заужаем только это место. Если у вас ножки идут прямые, то есть они прямые, то мы заужаем с двух сторон. Также бывает еще фигура, конечно же, здесь прямо, например, а здесь вот так, то мы заужаем вот здесь. Моя фигура вот такая, я заужу чуть-чуть по боковым швам. А вот у моего мужа, например, у мужчин в основном, у них вот такая фигура, то им, как бы они все как немножечко кривоногие, им лучше заузить, конечно же, вот здесь. То есть мы встаем перед зеркалом и смотрим, как у нас с вами растут ноги, и уже по своей фигуре заужаем. То есть будет ли это боковой шов или будет это средний, вот этот шаговый шов. Узнать, насколько заузить. А все очень просто. Так же, как мы вначале с вами мерили ширину рубашки. Мы измеряем брючки наши по низу, переднюю и заднюю половинку, делаем вот такое вот колечко и просовываем ножку и смотрим, как нам, широко или узко. Если мы чуть-чуть зауживаем, то смотрим, насколько мы заузили. Далее мы чертим от этой точки плавную линию к линии бедра.
То есть мы не заужаем брюки выше бедер. Нам нужно, чтобы брюки у нас вошли на наши бедра. Дальше я сделаю тоже так же прибавочки, пока не забыла. Ну, потом вырежу свои лекала, которые у меня уже будут полностью готовы, по которым я смогу сшить разные себе домашние костюмчики. И мы уже с вами потом приступим к раскрою и шитью.